Добрый день, друзья! Сегодня я вам покажу 4 небольших орхидейки. Но если вы за кадром слышите мур-мур-мур, то прямо за плечом оператора сидит один из наших котов и устраивает нам музыкальное сопровождение. Может, его слышно, может нет, но мне его очень хорошо слышно. Итак, недавно в Ростове проходила выставка-продажа. Но я не могу это назвать прямо выставка-продажа. Нет, у нас 2 раза в год, осенью и весной, в одном из парков происходит такая и выставка, и продажа садовых растений, комнатных растений. Кто-то, может быть, выращивает свои цветочки и тоже продает. Но к нам в этот раз, и как мне сказали, стараются приехать каждый раз на нашу выставку, наши соседи из Краснодара, которые занимаются продажей маленьких орхидей. И в этот раз они привезли очень много малышей. Устоять было просто невозможно. В первый день я на выставку не попала. Съездили девочки из группы, нафотографировали орхидей, именно малышей. Красивые, интересные. И, конечно, на второй день я туда помчалась. Вот таких 4 орхидейки, маленьких, как мы знаем, как мы их называем, вернее, малышей, я купила. У них были котлеи. Я думаю, что девочки не обидятся, если я покажу их фотографии, которые они присылали в группу. Вот здесь где-нибудь сбоку будут фотографии, которые они там наснимали. Были красивые котлеи на блоках. И даже это были не деревянные какие-то, не деревянная кора, не блоки, именно вот как мы привыкли видеть на дерево, а были, сейчас если присмотритесь на фотографии, такие металлические основы с дырочками, и на них росли котлеи, вообще никакого грунта, очень интересно, очень красиво. Были дендробиумы, разнообразие было великое. Купить хотелось все, естественно, но я остановилась на 4 орхидеях для того, чтобы показывать именно вам. 2 из них в очень хорошем состоянии. Это вот эти 2 орхидеи. Здесь даже есть цветоносик. Названия все вставлены. И вот смотрите, буду показывать так орхидейку одну. И сбоку опять же будет фотография, как она цветет. Потому что во все орхидеи были так вставлены палочки с фотографиями. Но фотографии они не давали вместе с этим. Я сфотографировала, поэтому буду показывать. Теперь следующая орхидея. И, кстати, название тоже напишу внизу. Вот это размер, вот этот большой, это размер 2,5. Вот это размер маленький, это размер 1,7. Но я их уже вставила в такие стаканчики небольшие. Ну вот такой маленький размерчик вы можете просто сравнить. 2 разных размера. Мы часто говорим 1,7, 2,5, 3,5. Вот это 1,7, это 2,5. Вот эти орхидеи в очень хорошем состоянии. Там есть растущие корни, есть цветоносик. А вот эти 2 орхидейки я специально купила, чтобы вам было понятно. Смотрите, в горшке корни гнилые. Вот они черные. Сейчас еще покажу. Вот здесь тоже гнилые корни. Но здесь от основания пошли новые корешки. А одна орхидея. Здесь пограничное состояние корней. Они есть, но орхидея все равно не в самом лучшем состоянии. Это были 2 уценки, поэтому я специально их купила, чтобы вам показывать. Для чего я вам показываю вот эти орхидеи? Почему я их покупала? Потому что сейчас начался сезон, тепло, и начали получать орхидеи посылками от поставщиков. Но я понимаю, что когда заканчиваются морозы, нам из Азии присылают сначала нашим поставщикам, потом эти поставщики рассылают по всей России эти орхидейки. У кого тепло, не страшно получить орхидеи, но начали писать, что в холодные районы
тоже начали отправлять орхидеи. Я специально поговорила с хозяйкой этого маленького магазинчика, который был у нас устроен, спросила, каким образом она присылает орхидеи в северные районы. Она мне объяснила, что они там специально упаковывают посылку, как-то специально ее запенивают, чтобы, не дай бог, туда холодный воздух не поступил. Сейчас вы меня будете все спрашивать, а кто же это, а что же это, как найти адрес. Специально взяла визитку. Зовут ее Александра. Кому интересно, остановите кадр. Здесь есть и телефон. У нее есть и в Одноклассниках, и ВКонтакте, и в Инстаграм странички. Еще раз показываю вот эти странички. Сделайте стоп-кадр, можете посмотреть. Мне очень понравилось с ней общаться, потому что она все досконально рассказала, что она делает, как она делает. Обязательно дала визитку, сказала, что будет очень рада новым своим покупателям. Можно связаться по телефону. Оценивайте всегда свои риски, но с продавцом всегда ведите диалог. Как она вам будет присылать их, в какое время, какие вы орхидеи получите. Это не реклама, мне просто действительно понравилась женщина, которая продает эти орхидеи. Мне очень понравилось, как она общается. Ну, давайте перейдем к орхидеям. Вот вы получили посылку, и начинается, а что же, а как же, а что мне делать сразу с малышами, а чем бы мне их побрызгать. Если, конечно, пришли замороженные, то да, тут надо что-то делать, но все равно нужно выдержать какое-то время. А когда вы просто получили малышей в сухом состоянии, во влажном состоянии, я имею в виду вот эти стаканчики маховые, которые могут, вообще-то пересылать должны сухие такие стаканчики, потому что во влажных таких стаканчиках моментально загнивают корни. И если вы получили сухие стаканчики, то орхидею нужно просто отпоить, причем по чуть-чуть. Не надо ее сразу брызгать там эпином, цирконом, еще там чем-то. Дайте ей прийти в себя. После того, как она совершила очень длительный путь из Азии и попала к вам. Вот определите ей место для того, чтобы она постояла под светом. Не надо ее сразу вот этими антистрессовыми гормонами брызгать. В очень старом видео, где-то 1,5 года назад, да, я использовала эпин. Но узнав об этом препарате все досконально, что это стероидный гормон, а я не пользуюсь гормонами, я ничем при получении таких или при покупке таких орхидей, я ничем их не обрабатываю. Что я делаю? Я убираю вот этот стаканчик. Так как он мне больше не нужен, я его просто разрезаю. Сделаем это аккуратно, чтобы не повредить корешки, потому что в этой орхидейке очень много растущих корней. Аккуратно снимаю такой стакан. Поднос не поставила, мусор будет лететь на стол, но ничего страшного. Убираю вот такие сухие корни. Естественно, когда я их привезла, я все протерла листики зеленым мылом. Что я делаю еще? Я немножко вот этот мох стараюсь, он очень плотный, очень спрессованный. Вот здесь от шеи надо убрать немного, совсем чуть-чуть. Для того, чтобы мы видели шею, для того, чтобы был проход воздуха к шее. Чтобы мы посмотрели, что все с шеей в порядке. Нет никаких черных пятнышек. Кстати, вот еще один корешочек растет, если видно вам. Вот он, маленький.
так, немножко убираю. И вот здесь, внутри стакана, стараюсь тоже вот так надорвать этот мох, как бы немножечко его распушить. Ну, совсем не снимаю, а вот так, потому что там очень-очень все плотно, для того, чтобы был к корням проход воздуха. Вот так. Беру любой стаканчик от старого небольшого фаленопсиса и ставлю вот так в стакан. И потихонечку после каждого полива я буду вот таким образом немножко отодвигать этот мох. Как я буду поливать? Это очень-очень важно. Этот спрессованный мох должен хорошо-хорошо просыхать. Прямо до хруста, чтобы он был весь-весь сухой. Иначе все, что находится у вас внутри, а внутри могут находиться тоже корни, но вы знаете, когда мы разбираем даже в торфяном стакане, внутренние корешки есть обязательно. И если вы не будете просушивать этот мох, начнется гниение внутренних корешков. Внешние будут вроде хорошие, а внутренние будут плохие. Поэтому я беру или вот такую грушу и поливаю по краюшку горшка, захватывая этот мох и стараясь не полить его внутри. Или пока еще не поставила, вот первый раз, я могу сделать вот так. Причем, если вы будете доставать аккуратно орхидейку, вот этот мох весь промокает. Мох у вас будет постепенно отваливаться. И вот так вы вот где-то пройдет месяц, полтора-два, он у вас потихонечку, вы его весь уберете. Но в это время орхидейка начнет привыкать к новому содержанию. Это очень-очень влагоемкий грунт. А сейчас пока еще прохладно. Но если кто-то живет в домах с центральным отоплением, вы уже знаете, у нас, например, отключили центральное отопление, и на данный момент у меня вот такая температура. Но это не показатель, потому что здесь горит 3 лампы большие, которые направлены на меня, и температура почти на 2 градуса выше. А так у меня сейчас в квартире 22 градуса. То есть это прохладно. Ну, прохладно именно для таких корней, когда они все время находятся в большом комке влажного мха. Поступать буду так абсолютно со всеми орхидеями. Также разберу вот эту малышку. Кстати, это красивая бабочка. Но у нее даже моховой стаканчик еще влажный. То есть ее поливать я сейчас не буду. Сейчас посмотрим, что у нее вот здесь. Такое беленькое что-то. Ну, ничего страшного в этом. Сделаю те же самые... Непонятно, что тут белое. Но мы сейчас уберем на всякий случай это белое. Может быть, какие-нибудь непонятные для нас грибы. В общем, вот так вот делаю, чтобы этот мох не был таким спрессованным. Пропускаем туда воздух. Все, тоже стаканчик чуть больше. И пусть просыхают. Пусть хорошенечко просыхают. Сейчас уберу этот мусор, не могу так. Вот эти 2 орхидейки, которые в хорошем состоянии, пусть просыхают. Ничего больше с ними делать не буду. Просто поставлю под хорошее освещение и наблюдаю за ними. Что же делать с орхидеями, которые не в очень хорошем состоянии? То есть уценочки, у которых вот здесь гнилые корешки. Вот не поверите, наверное, все то же самое. Есть на просторах интернета очень интересный канал. Там просто показывают красивые растения.
причем азиатов. И, наверное, многие этот канал знают. Это канал Пассифлора. По-моему, его ведет Марина. И у нее иногда бывают очень интересные, очень поучительные разговоры с заводчиками этих орхидей. Те, кто их выращивают, и она иногда показывает, когда орхидея теряет корни, ничего с ней не делают, не обрезают эти гнилые корни. Я смотрела прямо это, очень интересно. Вот точно так же оборачивают новым мхом и опять дают орхидеи расти там же, с тяжами, с теми же гнилыми корнями. И орхидея дает новые корни и продолжает расти. Ну вот на примере этой орхидеи примерно так это и происходит. Вроде и мох черный, и корни там гнилые, но она начала растить корешки от шеи. Поэтому все, что я могу сейчас сделать, это точно так же вытащить орхидею из этого ее старого стакана. Сейчас опять намусорим. Вот сразу вы увидите, что корни гнилые. Стакан этот влажный весь. Прямо весь мох влажный. Я тоже точно так же переставляю в другой стаканчик, в свой стаканчик. Мусора много сегодня. И убираю этот ненужный мох от шеи, чтобы шея не гнила. Это единственное, что я сейчас сделаю. Вот так. Вот там растут тоже корешки молоденькие. Просто дадим доступ воздуха к шейке орхидеи, чтобы она там не загнила. Так поступают производители орхидей. И я думаю, что они уж точно знают, как им ухаживать за этими орхидеями. Поступим точно так же, как они. Без всяких опрыскиваний. Просто вот, буквально перевалили орхидею в другой горшочек. Под цвет. Полив будет точно такой же, как и с хорошими орхидейками. С этой сделаю то же самое, не буду вас отвлекать. Вот так. Но помните всегда, что когда мы получаем орхидеи такие крупненькие, возможно то, что они очень быстро зацветают. И у таких орхидей я бы не стала срезать цветонос. А вот малышки, вот такие малышки, которые 1,7, они очень капризны. Очень долго растут, даже когда у них хорошие листики растут, даже когда у них корешки есть. Сейчас покажу вам одну свою бабочку, которую мы с вами пересаживали в сентябре прошлого года, в конце сентября. Вот смотрите, насколько всего она выросла за полгода. Вот эта малышка, а вот это растет у меня полгода. Да, они очень долго растут. И когда вы выписываете такие орхидеи, всегда помните, что расти им очень-очень долго. И ни в коем случае нельзя им дать зацвести вот в таком крошечном состоянии. Иначе они этим цветением начинают сами себя съедать. Они перестают расти, а начинают процесс бутонизации, выпуска цветоноса. Это у них очень много отнимает сил. Поэтому знайте, что с таким малышом, с таким детским садом очень много работы. Если вы не поливаете их гормонами и всякими разнообразными, даже не усилителями, усилителями роста, стимуляторами роста, в природе она растет до своего цветения 3 года. Так что мне цветение этой бабочки ждать еще 1-2 года. Надеюсь, что дождемся.
Вот таких малышей нам привозили. Понаблюдаем за ними. Желаю, чтобы ваши малыши все были всегда здоровы. Покупайте таких малышей у проверенных поставщиков, потому что мы всегда рискуем, покупая таких малышей. Рискуем их здоровьем, своей денежкой. Ну и ухаживайте за ними правильно. Что будет происходить с этими малышами, я вам обязательно буду показывать. Так что, если интересно, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Увидимся на канале.